Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Кем была Габби Петито? Габриэль Винора Петито родилась 19 марта 1999 года в Блю-Пойнте, штат Нью-Йорк, и провела здесь все свое детство. У нее было 6 родных и сводных братьев и сестер, среди которых она являлась старшим ребенком. Обаятельная девочка росла в любящей и заботливой семье, которая всячески поддерживала любые ее начинания. С юных лет она была очень активным и открытым миру человеком. Повзрослев, жизнерадостная Габби увлеклась йогой и искусством, стала активно развивать соцсети и вести блог на Ютубе, мечтала прожить интересную жизнь и много путешествовать. I think our plan for today is to just hang out here in the tent. Brian's stretching, doing some morning yoga. В 2017 году она закончила среднюю школу Bayport Blue Point и пыталась поступить в колледж, но так и не продолжила свое обучение. С сентября 2017 по январь 2019 год она жила в Каролина-Бич, штат Северная Каролина, подрабатывая хостес в одном из ресторанов города. В марте 2019 года она стала встречаться с Брайаном Кристофером Ландри, с которым познакомилась еще в школе. Габби переехала жить к парню и его родителям во Флориду. Молодые люди начали вместе работать в популярном сетевом супермаркете Publix. Брайан устроился в продуктовый отдел, а Габби была помощником фармацевта. Вместе они строили большие планы на будущее. В конце 2019-го, начале 2020 года влюбленные отправились в первое совместное путешествие из Нью-Йорка в Калифорнию, посетили Лас-Вегас, Йосемитский национальный парк и другие достопримечательности. Они были в восторге от поездки и не собирались на этом останавливаться. Вскоре Габби рассказала в своих соцсетях об их помолвке с Брайаном. «Ты делаешь мою жизнь нереальной. Каждый день с тобой – это мечта», – написала счастливая девушка. После этого в декабре 2020 года Габби покупает белый фургон Ford Transit Connect, переоборудованный в дом на колесах, чтобы осуществить свою давнюю мечту и отправиться в большое автопутешествие на западное побережье вместе с женихом. Чтобы накопить на поездку, она работала по 50 часов в неделю в сети закусочных Taco Bell, в то время как Брайан работал в местном баре. Пара планировала провести в дороге 4 месяца, посещая различные государственные и национальные парки, устраивая привал в самых красивых местах страны и документируя все это, снимая влоги на YouTube. Девушка с нетерпением ждала лета, чтобы наконец уволиться с работы и отправиться в долгожданную поездку. Она даже не подозревала, что она станет последней в ее только начавшейся счастливой жизни. 17 июня 2020 года Петито и Ландри посетили родной город девушки, где проходил выпускной вечер ее брата. Проведя время вместе с семьей, 2 июля они выехали из Блю-Пойнта и отправились покорять Соединенные Штаты Америки. Вплоть до своего исчезновения Габби поддерживала постоянную связь с родственниками. Ее мать отзывалась о Брайане как о спокойном и вежливом человеке, на которого можно было положиться. «У меня были некоторые опасения по поводу столь долгого путешествия дочери. Я сказала ей быть осторожной и не доверять незнакомцам, но я чувствовала себя спокойнее, думая о том, что она все это время будет с Брайаном, который сможет о ней позаботиться», – заявила женщина. Более месяца пара счастливо проводила время, регулярно выкладывая в интернет многочисленные фотографии и видео. Но на 6-ю неделю их совместной поездки
Что-то пошло не так. 12 августа 2021 года в полицию позвонил мужчина и сообщил, что видел, как Габби и Брайан ссорятся возле Монфлауэр в городе Моаб, штат Юта. Позже аудиозапись этого звонка была обнародована. «Мы проезжали мимо и видели, как парень избивал девушку», — сказал очевидец. «Он бил ее?» — переспросил диспетчер. «Да, а потом мы остановились, они побежали по тротуару, он ударил ее и сел в машину, и они вместе уехали». Другой свидетель сообщил, что их ссора выглядела так, будто мужчина хотел забрать ее телефон и уехать, оставив девушку одну. После этих обращений полицейские нашли белый фургон Габи недалеко от входа в национальный парк Эрчес. Они обнаружили, что Петита плачет на пассажирском сидении. Отвечая на вопрос о произошедшем, девушка стала объяснять, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством и в тот день была очень раздраженной, поскольку ей пришлось много поработать утром над своим блогом. «Я только что уволилась с работы, чтобы путешествовать по стране, и я пытаюсь вести блог. У меня был сильный стресс, а он не верил, что я смогу все это сделать, поэтому мы просто ругались все утро, а до этого он не пускал меня в машину», – расстроенно рассказала она. Один из офицеров указал на следы на ее руке и лице и спросил, что произошло на самом деле. Сначала Петита пыталась сгладить вину своего партнера, но когда ее попросили просто быть честной, она ответила, что Брайан пытался заткнуть ее, а потом схватил за лицо. В свою очередь Ландри объяснил полиции, что пытался успокоить девушку, предлагал ей остановиться и никуда не идти, пока они не помирятся. Но девушка была на взводе и, достав свой телефон, пыталась отобрать у парня ключи от машины. «Я просто пытался оттолкнуть ее, чтобы сказать «давай выдохнем», — говорил Брайан, но она взбесила меня своим телефоном». Позже полицией был составлен отчет об их встрече с Петита и Ландри, в котором один из офицеров написал: «В момент нашего разговора она ни на секунду не переставала плакать, тяжело дышать, вытирая нос и слезы и нервно растирая колени руками. По всей видимости, мужчина попытался отдалиться, сказав Габи прогуляться вдалеке от него, чтобы успокоиться. Она не захотела разлучаться с ним, поэтому дала пощечину. После этого он схватил ее за лицо и толкнул назад». Ни Петита, ни Ландри не захотели выдвигать в адрес друг друга никаких обвинений в связи с инцидентом в Юте, который был охарактеризован полицией как кризис психического состояния, а не как бытовое насилие, которое потребовало бы ареста. В отчете этот случай был квалифицирован как нарушение общественного порядка. Тем не менее, их попросили провести следующую ночь раздельно. Брайан должен был переночевать в мотеле Боуэн в Моабе, а Габи остаться в своем фургоне. Позднее полиция Моаба провела внутреннее расследование, которое касалось вопроса, были ли действия сотрудников правильными в тот момент, поскольку вскоре после этого девушка бесследно исчезла. Несмотря на разногласия в отношениях, Габи и Брайан все же планировали продолжить путешествие, но 17 августа Ландри неожиданно вылетел из Солт-Лейк-Сити в Тампу, штат Флорида, оставив Петита одну в номере отеля недалеко от международного аэропорта. Позже стало известно, что ребята хотели сэкономить деньги, а Брайану было необходимо забрать кое-какие вещи из дома. Они действительно планировали ехать дальше, и 23 августа воссоединились. По словам матери Габби, 25 августа она в последний раз говорила с дочерью, когда они ехали из Юты в национальные парки Гранд-Титон и Йеллоустон. В этот же день в личном блоге Габриэль Петита была опубликована последняя запись. Через 2 дня после этого, 27 августа, Петита и Ландри попали на записи камер видеонаблюдения в магазине Whole Foods в Джексоне, штат Вайоминг. Они зашли в него в 14:15, а в 14:30 вернулись в припаркованный фургон Габи, в котором просидели еще 20 минут, после чего тронулись. В 14:56 по неизвестной причине они остановились на шоссе 89, ведущему на север, к кемпингу возле национального парка Гранд-Титон. Это был последний раз, когда Петита видели живой. С этого момента она перестала выходить на связь и публиковать что-либо в интернете, хотя ее матери продолжали приходить странные сообщения. Так, в этот же день она получила от дочери следующую просьбу: «Помогите Стэну. Я постоянно получаю его голосовые сообщения и пропущенные звонки». Это сообщение вызвало беспокойство и подозрение у матери Петита, которая уточнила, что Стэн – это дедушка Габби, и что раньше она никогда не называла его по имени. 30 августа женщина получила еще одно короткое сообщение с номера дочери. В Йосемите нет связи. 11 сентября, после того, как Габби Петита перестала выходить на связь в течение долгого времени, она была объявлена без вести пропавшей. Полиция немедленно начала ее поиски. Так как в последний раз Габриэль видели вместе с Брайаном Ландри, именно он стал главным подозреваемым в деле о ее пропаже.
В результате расследования некоторые опрошенные очевидцы сообщили, что видели пару в одном из местных ресторанов 27 августа. Молодой человек ругался с менеджерами и другими работниками заведения из-за счета, а девушка плакала и извинялась за его агрессивное поведение. Другая свидетельница обратилась в ФБР, сообщив о координатах медленно движущегося белого фургона, в котором ехал странный мужчина неподалеку от кемпинга Spread Creek Depressed. Она записала видео с подробным рассказом о своих наблюдениях, и эта информация впоследствии стала ориентиром в поисках Габи. Также еще несколько людей заявляли о том, что встречали Брайана Ландри, когда он пытался поймать машину, чтобы проехать автостопом в Джексон, штат Вайоминг. По их словам, он вел себя раздражительно и был чем-то обеспокоен. В дальнейшем полиция установила, что 1 сентября Брайан вернулся в дом своих родителей во Флориде без невесты. Следователи пытались связаться с семьей Ландри, но они наотрез отказались разговаривать с кем-либо о случившемся. В связи с этим за их домом было установлено наблюдение. Через 2 дня после пропажи девушки 13 сентября полицейские заметили, как Брайан вышел из своего дома и сел в автомобиль, но обратно он так и не вернулся. История приобрела новый поворот, когда 17 сентября его семья заявила о пропаже сына. Родители Брайана рассказали, что когда они видели его в последний раз, он собирал вещи, чтобы поехать в заповедник Carlton Reserve. Это не вызвало у них никакого беспокойства, поскольку ранее он часто отправлялся туда в поход. Следователи предположили, что главный подозреваемый в деле исчезновения Габи Петита был действительно причастен к нему и, испугавшись правосудия, решил сбежать. Они считали, что парень мог скрываться в лесах заповедника, поэтому на следующий же день туда было направлено более 50 полицейских в сопровождении агентов ФБР для его поиска и задержания. Вместе с этим не останавливались поиски Габи Петита. 19 сентября сотрудники ФБР полностью исследовали территорию национального парка Гранд-Тетон, к которому направлялась пара 27 августа, и обнаружили человеческие останки, принадлежавшие исчезнувшей девушке. Отчет о вскрытии показал, что она была убита за 3-4 недели до обнаружения тела. Девушка получила множественные травмы головы и была задушена. По словам адвоката семьи Петита, после этого известия убитые горем родители перестали контактировать со СМИ, но поиски убийцы все еще не были завершены. Следователи искали Брайана Ландри около месяца в заповеднике Флориды, занимавшем почти 25 тысяч акров, но не могли найти ни одного следа. К этому моменту считалось, что он уже не мог быть найден живым, поскольку не имел должной подготовки для долгого пребывания в диких условиях. Это предположение оправдало себя, когда 20 октября останки Ландри были обнаружены на затопленной территории парка, пострадавшей в результате наводнения. Судмедэкспертиза показала, что это было самоубийство выстрелом в голову. По некоторым данным, следователи обнаружили записную книжку Брайана, в которой находилось следующее послание, где он косвенно признается в убийстве возлюбленной. «Я думал, что это милосердно, что это то, чего она хотела, но теперь я вижу все ошибки, которые я совершил. С того самого момента, как я решил лишить ее боли, я знал, что не смогу жить дальше без нее». 21 января 2022 года ФБР официально признала Брайана Ландри виновным в убийстве Габриэль Петита и закрыла дело. Хотя больше нет никаких сомнений в том, что убийцей Габи Петита стал ее жених, мы никогда не узнаем, что же случилось между ними на самом деле. Однако, как вам кажется, почему Брайан убил девушку? Был ли это несчастный случай или он мог все спланировать, зная о предстоящей поездке? Свои версии пишите в комментариях под видео. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.